Всех приветствую, с вами Борис Лобода. В этом видео мы рассмотрим распил акации. Для начала я поставил тонкое полотно шириной 10 мм. Оно уже давно использовалось и несколько туповатое. Но с другой стороны древесина сырая, и я надеялся, что процесс пиления будет идти нормально. Для начала попробуем тоненькое бревнышко в районе 10 сантиметров. Начало вроде бы неплохое, но потом шов начал искривляться и полотно начало заедать. С трудом мне удалось пройти шов до конца, хотя там длина всего около 30 сантиметров. Пришлось менять полотно на более серьезное. У меня еще было широкое 25-е. Оно в принципе тяжеловато для моей ленточки. С ним двигатель не всегда стартует, приходится иногда с толкача запускать. Но если оно раскрутится, то процесс потом идет вполне нормально. Главное не останавливаться, следить, чтобы по полотну не заклинило. Я его практически не использовал из-за этого. Но оно зато в гораздо лучшем состоянии. Попробуем с ним. Ну и вот видно, что процесс пошел гораздо живее. Теперь уже можно попробовать более серьезное бревнышко. Тут у нас в районе 22-23 сантиметров. Это дерево из семейства бобовых, и следует заметить, что название акация или белая акация не совсем правильное. В ботаническом смысле это дерево называется рабиния ложноакация или рабиния псевдоакация. Настоящая акация — это дерево несколько другое, хотя тоже из семейства бобовых. Встречается преимущественно в Африке, Азии, Австралии. Ну, есть в Мексике, судя по литературе. Ну, а мы здесь сейчас будем использовать название просто акация, так как к этому все привыкли и прекрасно понимают, о чем речь. Акация у нас в Украине встречается повсеместно, по всей территории.
Ее можно часто увидеть в различных лесополосах, парках, на улицах, во дворах и так далее. Может также произрастать и в лесу, среди других деревьев. Родом акация из Северной Америки. В Европе она появилась где-то с 1600 года. Древесина у нее довольно прочная и заметно превосходит наши традиционно твердые породы дуб, ясень, клен. По текстуре акация имеет довольно богатый ярко выраженный рисунок, что делает изделия из нее весьма привлекательными. Положительным свойством акации также является высокая стойкость к гниению. Она может с успехом применяться в столбах, например, зарываемых в землю, во всякого рода помещениях с повышенной влажностью, типа погребов, подвалов, для различного рода сваи опор, которые стоят в воде и тому подобное. Древесина у акации также, кроме высокой прочности, обладает высокой вязкостью и эластичностью. И поэтому из нее получаются прекрасные ручки для инструментов различного рода, в том числе и ударных. Но это у нас уже не акация, другая какая-то порода. Вначале, судя по торцевому спилу, мне показалось, что это вяз. Но потом, когда я начал пилить, у меня закрались все-таки сомнения. По свойствам, в принципе, древесина очень напоминала клен. Волокна довольно мелкие, плотные такие, вязкое пиление, то есть как бы мне казалось, что у вяза волокна более крупные, и он должен пилиться гораздо легче. Ну, в принципе, если можно так сказать, достоверно определенного вяза я в руках не держал. То есть я даже точно не знаю, как он, так сказать, как его идентифицировать. Может это вяз, может это клен с таким темным рисунком. Я даже вот уверенно не могу сказать. Может кто-то знает, что это такое. У меня, в общем, остаются сомнения. Я так точно и не определился, что это именно такое.